Всем привет, друзья мои! Отличная весенняя погода. И каждую весну пчеловоды совершают одни и те же ошибки. Как говорится, наступают на одни и те же грабли. Из-за этого семьи слабеют, а иногда и вовсе погибают. Вот сегодня я вам расскажу о 5 ошибках, из-за которых пчелы погибают весной. А 5-ю ошибку делают даже пчеловоды с большим стажем. Именно она чаще всего губит пчелиные семьи. Если у вас есть пасека, обязательно досмотрите это видео до конца. Думаю, будет полезно. Первая ошибка. Слишком рано открываются улья. Как только выходит первое теплое солнце, руки так и тянутся открыть ульи и посмотреть, как там пчелки перезимовали. Я понимаю ваше беспокойство, но спешка здесь может только навредить. Когда в гнездо резко попадает холодный воздух, охлаждается расплод, и семья может сильно ослабеть. Поэтому весной ульи лучше открывать только в теплую и спокойную погоду, без ветра. Вторая ошибка. Не проверяют корм. Иногда кажется, что все нормально. Пчелы летают, облет прошел успешно, значит все хорошо. Но внутри семьи корма может оставаться совсем немного. Поэтому после первого облета обязательно стоит проверить запасы меда. Если корма мало, лучше сразу дать канди или сироп, чтобы семьи не голодали. Кстати, мой друг из-за этого вот улики хорошие делает. Но это как-нибудь расскажу в следующий раз. Настойка красного корня – это природный секрет долголетия, который выбирают мужчины и который выбираю я. Третья ошибка – это сырость в улье. Многие пчеловоды знают, что сырость для пчел часто даже опаснее, чем холод. Если в улье влажно, появляется плесень, портятся соты, ослабевает расплод. Поэтому весной очень важно, чтобы в улье было сухо и была нормальная вентиляция. Кстати, по этому поводу у меня достаточное количество видео есть на канале. Посмотрите, попробуйте, не пожалеете. Четвертая ошибка – это слабая или старая матка. После зимы иногда оказывается, что матка уже плохо сеет. Такая семья начинает отставать в развитии и может не набрать силу к медосбору. Поэтому, если видно, что матка слабая, ее лучше вовремя заменить, не рисковать. И 5-я ошибка – это холодный ветер на пасеке. Кто-то сейчас скажет: Олег, холодный ветер априори не может быть ошибкой пчеловода. Да, холодный ветер – это природный фактор, неблагоприятный природный фактор для пчел. А ошибка является это бездействие пчеловода на пасеке. Эту ошибку действительно делают даже опытные пчеловоды. Если пасека стоит на открытом месте, весенний ветер сильно охлаждает улья. Пчелам приходится тратить много энергии на обогрев гнезда, и развитие семьи замедляется. Поэтому хорошо, когда пасека защищена от ветра. Ну, это все в руках и от желания зависит пчеловода, защищена забором, щитами, или она стоит между деревьями. Весна – это очень опасный и важный период для пчел. Если избежать этих ошибок, пчелиные семьи будут развиваться сильными и здоровыми. А значит, и медосбор будет гораздо лучше. Подписывайтесь на канал. На канале будет еще много чего интересного и полезного. Всем пока, до новых встреч, крепкого вам всем здоровья и мирного неба над головой. Здравствуйте, друзья! Я пасечник, и это моя природная аптека. Натуральные настойки, сделанные вручную из лучших трав. Для тех, кто выбирает путь проверено дорогой.